Смотрите, что здесь делают с зефира. Отлично просто на подарок, я считаю, идти вот так в гости. Очень красиво. Такой букет 290 гривен. Это все настоящий съедобный зефир. А вот есть коробочки по 253 гривны. Натуральный зефир. Вот вижу белый 137 гривен, а вот на зефире с цветочками не вижу цены, но тоже, наверное, гривен 250. Так все красиво украшено, можно брать, идти в гости, и очень красиво смотрится. Такая коробочка печенья с кунжутом 65 гривен стоит. Ты идешь в гости, к чаю, к кофе можно... А, нет, извините, 96. 96 гривен. Вот именно брать с собой в гости к чаю, здесь различные виды печенья. 95 гривен. Шоколад здесь ручной работы тоже. Ну, многие думают, что мы только такими питаемся, но нет. Я просто вам показываю, что есть, что-то оригинальное, что-то красивое. То, что не каждый ходит все время по супермаркетам, и это все видит и смотрит. Вот какие пироженки интересные. Клубнички, вишенки по 84 гривны. Смотрите, лимончики 109 гривен, 110 грамм. Яблочки. Раньше этого всего не было, а сейчас вот прям всего можно купить и скушать. Наполеон вот за 100 грамм 30 гривен сейчас. Слушайте, такие красивые десерты. Тортики с морковочкой 48 гривен за 100 грамм. Всех приветствую из Одессы. Сегодня заехала в супермаркет, один из тех супермаркетов, которые мне очень нравится, и как раз вам покажу, что же здесь оригинального продают. Когда-то он был попроще, перед войной была реконструкция, и теперь он превратился в очень не только вкусное, но еще и красивое место. Посмотрите, какого огромного кита сделали здесь под видом ягод голубики. Раньше здесь была попроще, а потом была реконструкция перед войной как раз. И посмотрите, как красиво задекорировали магазин. Все-таки хорошо, когда собственники тоже и вкладывают в свой бизнес, и людям приятно приезжать и покупать здесь. Когда-то рядом жила, поэтому очень часто сюда приезжала. Мандарины по 130, лимоны по 52, а вот мандарины еще по 84 есть. О, манго по 74 гривны. О, даже какие-то манго по 32 гривны есть. Они, наверное, немножко зеленые. Смотрите, дыня из Валенсии. Красота. Вот папайя. Вот такой кусочек экзотики, 110 гривен. Смотрите, вот кокосы по 150 гривен за штучку. И не нужно ехать на Бали. Все есть. Вот другие кокосы. А вот вижу гранаты по 199 гривен, апельсинки по 119 гривен, свити по 109 гривен. Очень хороший ассортимент сегодня. Да и вообще часто здесь хороший ассортимент. Виноград 249 гривен. Здесь разные виды его есть. Ассорти с винограда есть. А белый 329 гривен. Бананы по 59,90. А вот помело маленькие и большие. 69 гривен за килограмм.
И я даже не могу его своей рукой обхватить, потому что этот вот очень огромный, и камера не передает его размер. О, вижу, молодая картошечка уже почищенная. Здесь 72 гривны эта упаковочка стоит. Уже нарезанная картошка есть, тоже по 73 гривны. Так взял, и уже можно сразу и готовить. Так. Видела вот авокадо по 50 гривен сейчас за штучку. Кстати, очень спелые. Королевские авокадо всегда самые мягкие. Помидорки по 170. Не зря я люблю этот супермаркет. Здесь всегда все хорошее. Хамончик вот здесь стоит. Хоть хватай и беги. И под него винчик. Все продумано. Вот второй. Один Ире, один мне. С мамой поделимся. Знаете? Маме по половинке каждого. Здесь еще всегда была хорошая выпечка. Сейчас посмотрим, что продается на сегодня. Вижу, калачи были по 139 гривен, сейчас по 69 гривен. Так что, если еще не наелся кто-то на празднике, может приехать купить дешевле. Когда-то еще часто здесь покупала кексы. Вот такие вот голландские мне очень нравились. 49, 50 гривен, можно сказать, сейчас их стоимость. Вкусные. Так, что здесь еще вам показать интересного? Вот различные виды хлебушка есть, булочек. Один из них, вот один из хлеба, который мне больше всего нравился, такой финский. Сейчас он 50 гривен тоже стоит. Раньше все время его покупала. Очень нравился, так что если будете, можете попробовать. Что я везде хожу и только хамоны и вижу. Давно здесь не была, поэтому сегодня под впечатлением от ассортимента всего в этом супермаркете. Можно просто снимать даже для красивой картинки. Все очень аппетитно выглядит. И вижу штрудель венский, 100 грамм, 37 гривен. Тоже аппетитно выглядит. Роллини здесь по 28 гривен. Округлю копейки. Различные булочки, слойки. О, вижу плетенка с кленовым сиропом и орешками. Она, по-моему, идет. Тоже люблю, вкусная. Круассаны просто с различными начинками. Так, я на диете. Сладкое не особо можно, но взяла вот такой сочник с творожком, очень люблю. И стоит он 30 гривен. Ну, выглядит очень даже аппетитно. Это я не себе, это Ире. Она очень хотела. А мне, к сожалению, пока сладкое нельзя. Поэтому нужно воздержаться. Раньше в Сельпо не было аж такого огромного ассортимента вот этих всех вкусностей. Вижу, здесь даже есть готовая пицца. И франческа, и пицца карбонара 179, 159 гривен. К ним есть уже готовые соусы. И все здесь делается на месте, все свежее. Пиццейола вот как раз вымешивает тесто, раскатывает тесто. Так, что у нас здесь еще есть? Есть 4 сыра даже, 184 гривны. Толстолобик. Вот сейчас акция как раз по 20 гривен за 100 грамм. Свежая рыба, увижу аквариум с устрицами живыми. Дорадо 48 гривен за 100 грамм. А вот филе толстолоба. Креветки сейчас акции. Там уже готовые, наверное, креветки. 35 гривен за 100 грамм. Форель. Всем привет из Одессы. У нас сегодня достаточно холодная и ветреная погода, но не будем нарекать, потому что все-таки сейчас зима.
Вы, наверное, смотря такие видео, как это, думаете, что в Одессе питаются все исключительно деликатесами или какими-то изысканными дорогими продуктами. Но на самом деле это не так. Просто когда снимаешь видео, хочется показать все самое интересное и самое лучшее. Согласитесь, гораздо приятнее смотреть на папайю, чем на картошку, потому что картошку, лук мы и так видим каждый день. А вот экзотика такая есть, не во всех местах ее продают, поэтому, думаю, и на картинку интереснее посмотреть, и на цену. Так что поэтому вам такое и иногда показываем. Вот по флажкам слегка видно, какая сейчас погода ветреная. Сегодня с утра в новостях опубликовали, что Землю накрыла снова мощная магнитная буря, которая равняется 6 баллам. И мне понравилось, как под этой новостью написали: приготовьтесь к скачкам настроению, избегайте стрессов, потому что может присутствовать чувство тревоги. Не знаю, я думаю, в чем проблема у всех украинцев, а оказывается это то, что магнитная буря, поэтому все находятся в стрессе и у всех скачки настроения. Просто это, знаете, даже уже смешно читать, потому что с теми событиями, которые все время происходят, с теми тревогами, уже ты настолько привык к этому стрессу, к скачкам настроения и чувству тревожности, что магнитная буря, я думаю, уже на украинцев вообще никак не влияет, разве что на очень метеочувствительных людей в виде повышения какого-то давления. Так что не знаю, почувствуем ли мы эту магнитную бурю. Многие из наших зрителей интересовались курсом доллара. Ну вот сейчас в обменнике 42.15. Сдать и купить 42.68. Евро 43.45, 43.95 и злотый 9.42, 10.43. Видите, коротко о погоде в Одессе. Можно увидеть, настолько ветрено, что вот листики здесь так шуршат. Если помните, мы рассказывали о новости в том, что в Черном море большое количество мазута, и оно движется к Одесской области. Пока что-то об этом ничего больше не говорят, значит, оно еще от наших регионов далеко. Видите, люди в капюшонах ходят, потому что ветрено, и хочется прикрыть лицо и голову, чтобы не заболеть. Вчера увидела в новостях видео, на котором этот мазут на дне Черного моря, он оседает такими большими черными пленками. И понятное дело, что снова пострадала экология Черного моря. Все-таки это все попадает в организм рыб и других жителей моря. Поэтому ничего в этом хорошего нету. Если мазут оседает, то уже его никто и не соберет. Давай знакомиться, симпатяга. Какой красивый комбинезон. Всем желаем хорошего дня, хорошего настроения. И до встречи в следующем видео.